что там творится, какие города разгромлены. Это Мариуполь, посмотрите, вы Харьков посмотрите. Хватит общественности мозгов, чтобы этого не допустить. Анализируя некоторые поступки нашего правительства, Его никто не остановит нажатие на кнопку. До этого не дойдет. Может так зависнуть, что оно полетит. Украина – это самая любимая наша страна. Возможен ли ядерный конфликт между Россией и НАТО? Ну, надеюсь, что нет. Надеюсь, что невозможно. Я думаю, все-таки хватит общественности мозгов, чтобы этого не допустить. А если в случае чего, вы знаете, где находится ближайшее бомбоубежище от вашего дома, магазина ближайшего? Ну, это, наверное, метро. Метро. Но я все-таки стараюсь об этом не думать. Ну, чисто теоретически, конечно, возможно многое. Но ядерное оружие является фактором сдерживания, и при проявлении непосредственных ударов, скорее всего, пострадает очень большое количество как и мирного населения, так и стран, не задействованных в конфликте. Так что я склоняюсь к тому, что ядерное вооружение не будет задействовано. До этого не дойдет. Думаете, не будет? Нет. Все возможно. А знаете, где ближайшее бомбоубежище от вашего дома, магазина? Да, конечно, знаю. анализируя некоторые поступки нашего правительства, страшно сказать, но в душе где-то такая возможность есть. Хотя я не считаю это разумным и адекватным. Я думаю, нет. Думаете, не будет? Я думаю, нет. Судя по тому, кто сейчас у нас сидит около красной кнопки, вполне возможно. Человек, мне кажется, неадекватный. Если он смог и пожелал устроить на пустом месте войну, его никто не остановит нажатие на кнопку. Самое страшное – это то, чтобы не было применено тактическое ядерное вооружение. А судя по потерям, каждым днем это все хуже и хуже. Потому что больше всего, конечно, чего я боюсь, это то, чтобы он не применил тактическое. Думаете, возможно? Применит? Нет? Может ли он это сделать? К сожалению, мы не знаем всей правды, что сейчас там происходит. Потому что я вчера, например, читал Невзлина, который говорит, что якобы там арестованы многие. Но это все неизвестно, воспринимать это фейк или нет. Если его кто-то остановит, да, я рассчитываю. Но кто? Народ просто сейчас вообще даже не задумывается о том, что вообще может произойти. И если бы он сидит на телевизионной игле, абсолютно, пример, когда арестовали человека, который бесплатно раздавал Оруэлла. Книжка, это 1984, о которой мы так боялись, над которой мы иногда шутили и смеялись, что такого быть не может, она уже отжила свое, нужно писать новую. Мы превзошли эту книгу или нет? Мы еще не превзошли даже фильм Терри Гиллиама «Бразилия», который, я считаю, что каждый нормальный человек должен обязательно увидеть. И если даже он не умеет читать и не хочет открывать Оруэлла, то ему, конечно, хорошо бы посмотреть этот фильм. Допустим, привожу я товар в магазин, а у них висят компьютеры. У меня все зависло, у нас все зависло. А это висение, это зависание, это же ведь может так зависнуть, что оно полетит. Вот в чем дело. Я не доверяю электронике, кибернетике и тому подобное. Понимаете? Вот в чем страсть. Потому что она полетит, и мы ничего не будем знать. А что она зависла? Почему она зависла? Потом в ответ полетит. Естественно. Это война. Как вы вообще Война смерти. знаете, где ближайшее бомбоубежище от вашего дома? Там, Нет, от магазина? конечно, не знаю. Единственное, что, опять же, удаление вглубь что-то. Нет. Я знаю, что у меня есть пару масок. Я намочу их водой, прикроюсь и буду высиживать, ждать смерти. Возможно ли ядерная война, ядерный конфликт между Россией и НАТО? Нет, ни в коем случае. Вы что? Нет. Даже не ядерная, даже не биохимическая война, какая-то там еще война. Нет, ни в коем случае. Это просто, чтобы нацики поняли, что они не все делают на Украине. Вы знаете сами.
что Украина – это самая любимая наша страна. У меня там живут двоюродный брат, у меня там живет маме уже 87 лет, там живет его старший брат, ему 89 лет, да, в Одессе они живут. Я с ними созваниваю, но честно вам скажу, знаете, какой отголосок? Да вы прокляты, да будьте вы прокляты. Да... Вы думаете, если ваши родственники вам это говорят, может быть, не все так однозначно, как показывают нам здесь? Я понимаю, мне тоже жалко людей, там тоже люди живут, там тоже дети, там старики, пенсионеры. Мне тоже их жалко. Я тоже смотрю интернет, блин, пипец, что там творится, какие города разгромлены. Это Мариуполь, посмотрите, вы Харьков посмотрите. Это что-то творится, мне тоже жалко. Я говорю, я только вот в уме у себя, а кто это будет все восстанавливать? Кто это будет все... Там тоже люди живут, и дети, и старики, и ваши вот мамы, и папы, ровесники, я имею в виду. Мне тоже их жалко, чисто по-человечески, тоже жалко. Очень жалко, я вам честно скажу, очень, даже до слез. Потому что я тоже вроде и родственники там живут, и брат мне, знаете, как сказал, я ему послал, я говорю, Володя, а как, что там? Он мне говорит, да пошли вы туда-сюда. Я говорю, Володя, ну вы сами нарвались на это. Когда в Одессе жгли людей в этом, да, почему вы стояли и хлопали? И хлопали это, москаль, как у них это привычно, да. Говорю, почему ты это делал? Игорь, а если я так не буду делать, меня разорвут. Возможен ли конфликт ядерный между Россией и НАТО? Возможен. И очень даже вероятен. Из-за Польши. И из-за Прибалтики. Потому что там такие же настроения, там те же самые фашисты, хотя украинцам доставилось очень сильно от фашистов. Ну, те же там еще Румыния есть, Болгария, которая предавала нас всегда. Как только что-то где-то запахло, что можно получить легко, комфортно и ничего не делать. Вот план Маршалла, он был на это рассчитан. Что американцы качают туда деньги, ставят туда оружие, а там можно ничего не делать. Сидеть, пить пиво или вино, прохлаждаться или наоборот лежать на солнышке около морей хороших и ничего не делать. Знаете, где ближайшее бомбоубежище? От Отсюда? вашего дома, от вашего магазина? Да я думаю, оно не поможет, я туда не побегу. Лучше сразу помереть. Ну таково, понимаете, мы сделали капитализм. Капитализм основан на том, что все хотят заработать много денег. И чем проще, тем лучше. Обмануть кого-то обязательно. Когда все это происходит, обязательно произойдут проблемы. Ядерный конфликт, в общем-то, он подразумевает пепелище на территории Европы и России. И думаю, что в сложившейся ситуации, после обмена ядерными ударами, очень большому количеству людей будет, в общем-то, уже все равно. Наступит наступит А знаете, где находится ближайшее бомбоубежище от вашего дома, от вашей работы, от вашего ближайшего магазина, куда вы ходите за продуктами? Вот это пока не знаю. Видел карту бомбоубежищ, но не вдавался. Это глупости, все погибнут. Поэтому пока вот это главное их, они не лишены умственных данных, они не хотят. Кто другие выступает, они наоборот стараются немножко приглушить. И, конечно, хотят получить просто большую территорию. А пока убивать наших они боятся, потому что все тогда погибнут. Атомная война будет. На случай ядерной войны знаете, где находится ближайшее к вам бомбоубежище? Без понятия. Что будете делать? Надеюсь, ее не будет. Ну, мне кажется, так резко все не перейдет на нас. Но я надеюсь, что нет. Надеемся на мир. Да. А если все-таки будет, знаете, где ближайшее бомбоубежище? Нет. Ну, тогда уже мы с вами никогда больше не увидимся, никто, я думаю. А знаете, где ближайшее бомбоубежище находится? Вот оно. Метро? Ну, скорее всего, будет самое ближайшее, если успеешь добежать. Я не знаю.
Ближайшее бомбоубежище знаете, где находится? Без понятия.